Здравствуйте, коллеги, мои подписчики и просто гости моего канала. Сейчас мы с вами на канале «Вязание крючком» с Ольгой Головатой. Также хочу вам напомнить, что у меня есть еще один канал, который я посвятила вязанию спицами. Приглашаю вас заглянуть и на тот канал. Ссылочку вы найдете в описании под этим же видео. Сегодня на этом канале я подготовила вам очень интересненький узор, который очень просто исполняется. Узор вяжется всего лишь в 2 ряда. В наборочном ряду у нас будет 1 арочка. Очень простой узор, а смотрите, насколько интересно он смотрится. И думаю, что пригодится он для вязания ваших самых интересных вещей и очень во многом. Перечислять можно очень долго. Образец, который перед вами на экране, я связала из китайской пряжи. Это шелк с хлопком, 80% шелка и 20% хлопка. И эту пряжу я сложила в 2 сложения. А маленький образец, на котором я буду показывать, как вяжется этот узор, я покажу вам на обычном хлопке пегонии турецкого производства. Вы же под этот узор можете подбирать любую летнюю пряжу и посмотреть, что получится уже у вас в ваших руках. Вот у меня в руках хлопок бегония и крючок фирмы Тулип японского производства номер 5, либо 1,5 в миллиметрах головка крючка. Начинаем наше вязание. Набираем первую петельку, затягиваем узелок и вяжем 2 воздушные петли. Это мы отступили от края. Это краевые 2 воздушные петельки. А теперь вяжем 4 воздушные петли. 1, 2, 3 и 4. 2 накида на крючок. И от края, получается, в 3-ю петельку, потому что мы 2 отступили, мы провязываем столбик с 2 накидами. Провязали. И это у нас есть раппорт узора. Дальше 1, 2, 3, 4. 2 накида на крючок и столбик с 2 накидами. Второй раппорт узора. 1, 2, 3, 4. 2 накида на крючок. Третий раппорт нашего узора. Давайте сделаем еще 4. 1, 2, 3, 4. 2 накида на крючок. И провязываем столбик с 2 накидами из петельки соединения между арочками. Обязательно не забываем, что по 2 дужки. И вяжем 2 краевые петельки. 3-я петля у нас разворотная. Теперь в первую петельку мы провязываем столбик без накида. Мы развернулись в этом ряду. Мы набрали с вами 4 раппорта для узора и по 2 петельки воздушные, краевые с каждой стороны. И теперь вяжем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Мы вяжем уже первый ряд нашего узора. И накид на крючок, заходим не в арочку, а в петлю соединения и провязываем столбик с накидом. 1. Теперь сюда же столбик с накидом. 2. Вяжем 4 воздушные петли. 1, 2, 3 и 4. Возвращаемся под 2 дужки. Замыкаем пико. Теперь делаем накид. И за второй столбик с накидом мы вяжем пышный столбик. 1, 2, 3, 4 и 5. Провязываем эти петельки, делаем накид на крючок и в эту же петлю провязываем опять столбик с накидом. И мы с вами связали первый раппорт. Вот у нас вот такая вот получается в раппорте фигурка.
Теперь переходим на следующий раппорт. Накид на крючок, опять между арочками, петля соединения, заходим в эту петлю, провязываем столбик с накидом. Раз, накид на крючок, столбик с накидом. 2. Теперь вяжем 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Возвращаемся в начало цепочки. Подхватываем 2 дужки, замыкаем пико. Теперь делаем накид и, заходя за второй столбик, мы вяжем пышный столбик. Провязали эти петли, накид на крючок и из этой же петельки вяжем еще один столбик с накидом. И вот у нас получился уже второй раппортик, вторая фигурочка. Делаем третий, накид на крючок, опять пропускаем арочку в петельку между арочками, провязываем столбик с накидом. 1. Теперь провязываем столбик с накидом. 2. 4 воздушные петли. 1, 2, 3 и 4. Возвращаемся в начало цепочки, подхватываем 2 дужки, замыкаем пико, накид и вяжем пышный столбик. Пышный столбик вяжите такой, какой вам понравится по величине. Я вяжу на 5 вытянутых петель и между ними накид. Связали пышный столбик, провязали его, накид на крючок и вернулись опять в петельку, откуда мы вяжем фигурку, вяжем еще один столбик с накидом. У нас есть уже 3 фигурки, накид на крючок. Переходим в следующее соединение, столбик с накидом связали, опять вяжем столбик с накидом, 4 воздушные петли, вернулись в начало цепочки, подхватываем 2 дужки, замыкаем пико, накид на крючок и вяжем пышный столбик. Вытянули петлю 1, накид, вытянули петлю 2, накид, вытянули петлю 3, накид, 4 накид и 5 петля. Провязали этот пышный столбик, накид и из петельки этой же провязываем еще раз столбик с накидом. И в начале ряда у нас получается 5 фигурка, последняя, накид на крючок, вяжем столбик с накидом 1, столбик с накидом 2, 1, 2, 3, 4, замкнули пико, накид на крючок и вяжем пышный столбик. Второй раз вытянули петлю, 3, 4 и 5. Провязали пышный столбик, накид на крючок, вернулись в эту же петлю и провязали еще раз столбик с накидом. А теперь делаем 2 накида на крючок и делаем подъемное боковое ребро. Заходим в первую петельку, провязываем столбик с 2 накидами. И мы с вами связали первый ряд нашего узора. Просто и очень симпатично. Теперь мы вяжем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Разворачиваем вязание и вяжем второй ряд нашего узора. Накид на крючок. И мы заходим, вот наше пико. Перед пико вот у нас есть
петля. Вот она. В эту петлю провязываем столбик с накидом 1, делаем 2 воздушные петли и в эту же петлю провязываем столбик с накидом 2 и воздушная петля. Опять накид на крючок. Вот наше пико, вот наша петелька перед пико. В этой петельке провязываем опять столбик с накидом 1, 2 воздушные петли и провязываем столбик с накидом 2 и воздушная петля. Следующий раппорт. Накид на крючок, перед пико, вот петелька. Провязываем столбик с накидом 1, 2 воздушные петли и отсюда же столбик с накидом 2 и воздушная петля. Следующий раппорт. Снова столбик с накидом 1, 2 воздушные петли и столбик с накидом из этой же петли 2. Воздушная петля. Вяжем последнюю пару столбиков с накидом. Столбик с накидом 1, 2 воздушные петли и столбик с накидом 2. Теперь 2 накида на крючок и делаем ребро. Вот мы заходим в эту вот, получается, боковую арочку и провязываем столбик с 2 накидами. Мы с вами связали раппорт нашего узора. Теперь давайте его повторим, чтобы был виден вам переход. Вяжем снова 3 воздушные петли. 1, 2 и 3. Разворачиваем вязание. Накид на крючок. И вот между этими столбиками у нас 2 воздушные петли. Мы заходим под эту арочку, провязываем столбик с накидом 1. Теперь столбик с накидом 2. 4 воздушные петли. 1, 2, 3 и 4. Возвращаемся. Замыкаем пико. Накид на крючок и за вторым столбиком, вот он, мы вяжем пышный столбик. Вытянули петлю 1, 2, накид, 3, накид, 4, накид и 5. Провязали все эти петли, накид на крючок и сюда же провязываем еще раз столбик с накидом. Переходим к следующему раппорту. Накид на крючок, вяжем столбик с накидом 1, столбик с накидом 2, 4 воздушные петли. 1, 2, 3 и 4. Замыкаем пико. Замкнули. Теперь накид. Вяжем пышный столбик. 1, 2, 3, 4 и 5. Закрыли пышный столбик, накид на крючок и из этой же арочки еще раз столбик с накидом. Следующий столбик с накидом 1, столбик с накидом 2, 1, 2, 3, 4. Закрыли пико, накид и пышный столбик за вторым столбиком. Закрыли пышный столбик, накид на крючок, из этой же арочки столбик с накидом. У нас остается еще 2 раппорта. Столбик с накидом 1, столбик с накидом 2, 4 воздушные петли, закрыли пико, накид и пышный столбик.
Еще один столбик с накидом из той же арочки. И последний раппорт вывязываем. Опять столбик с накидом раз, столбик с накидом два, 4 воздушные петли, закрыли пико, накид и вывязываем пышный столбик. Провязали пышный столбик, накид и еще раз вяжем столбик с накидом. И обязательно нужно сделать стеночку. 2 накида на крючок, вот наша стеночка. Я захожу прямо под цепочку и вяжу столбик с 2 накидами. Мы связали 3-й ряд, это 1-й ряд 2-го раппорта, и вяжем 4-й ряд. Это 2-й ряд 2-го раппорта. 3 воздушные петли, разворачиваем вязание, накид на крючок, и вот перед пико очень хорошо видна наша петля. Вяжем столбик с накидом. Раз, 2 воздушные петли. Из этой же петельки вяжем столбик с накидом 2 и воздушная петля. Следующий раппорт. Накид на крючок. Вот петелечка. Мы провязываем столбик с накидом раз, 2 воздушные петли и столбик с накидом 2 и воздушная петля. Следующий раппорт. Мы опять зашли перед пико в петельку, связали столбик с накидом раз, 2 воздушные петли и столбик с накидом 2 и воздушная петля. Еще 2 раппорта у нас остается. Столбик с накидом, 2 воздушные петли и еще раз столбик с накидом, воздушная петля и последний раппорт. Опять столбик с накидом, 2 воздушные петли и еще раз столбик с накидом. А теперь стеночка, 2 накида на крючок и заходим. Вот арочка стеночки. Просто под эту арочку провязываем столбик с 2 накидами. И мы с вами повторили 2 раппорта в высоту. Это у нас изнаночная сторона. И вот у нас лицевая сторона рисунка. Ну, хочу сказать вам, что чем мягче пряжа, даже если эта пряжа будет с акрилом, акрил тоже дает хорошо мягкость, тем интереснее оно будет смотреться. Хлопок немножечко смотрится по-другому. А вот большой образец связан из шелка и смотрится более благородно. Давайте еще раз посмотрим большой образец. Вот перед вами снова большой образец и то, что я говорила. Видите, шелк дает мягкость, одновременно какую-то пышность. И, к примеру, на большом образце мне этот рисунок больше нравится. Он более четкий. Лицевая сторона и изнаночная сторона практически одинаково. Немножко меняется только лишь почерк этого рисунка. Очень просто, очень интересно. И думаю, что этот узор пригодится обязательно в ваших копилочках. Сохраняйте это видео и вяжите красивейшие, любимые вещи. Кто не успел подписаться на мой канал, обязательно сделайте это. Нажмите на кнопочку «Подписаться», чтобы не пропустить новинки моего канала. Ну а я сегодня буду с вами прощаться. До новых встреч, до новых идей и до свидания.